Итак, рум-тур по нашему номеру 5 в апартаментах. Дверь, конечно же, я не закрывала, но так как с этой стороны нету ручки, то она просто захлопывается и все, поэтому ключики важно брать с собой, если выходишь из номера. Заходим. Апартаменты небольшие, тут кухонька. У нас сегодня последний день, мы уже начали собираться. Это прихожая. Это мое платье на сегодня, наш чемоданчик. 2 окна. Тут есть розетка, включатель, выключатель. Он включает и выключает свет над окном на улице. Точно такие же выключатели есть у каждого окошка. И можно со всех сторон подсветить наш скворечник. С этой я включила вот лампочки наверху. Они сейчас, конечно, не нужны, потому что светло. И один из выключателей это над дверью. Вот он. То есть вечером можно обозначить свое присутствие. Это наша небольшая кухонька. За этим столом мы не ели, на нем все было навалено. Сейчас тут более-менее убрано. Это пепельница, но мы не курим, и тут запрещено курить в апартаментах, зато лежит пароль от Wi-Fi, и на пепельнице есть, вот, пожалуйста, значок, что курение запрещено. Но пепельницу можно вынести с собой, пожалуйста, кто хочет курить, курить на улице. Маленький холодильничек, маленький же чайничек, маленькая же плиточка. Кстати, такая плитка была практически во всех апартаментах греческих, которые я смотрела. Это наша маленькая кухонька. Горячая вода есть, она включается вот тут в щитке за окном, который у нас сейчас открыто. Вот, тут есть подпись Hot Water. Вот так вот. Чтобы мало ли не перепутали. Сейчас она у нас выключена, потому что мы уже все сделали, помылись. Такая симпатичная картинка. Холодильничек хоть и маленький, но достаточно вместительный. У нас тут еще вон притаился арбуз, огурцы. Мы сегодня подъели завтрак. Есть даже маленькая морозилочка. Еще у нас тут влезло 2 бутылки вина. Так что... И в дверке, соответственно, тоже есть отделение. Посуда. С посудой все, ну так, знаете, напряженненько. То есть вот она вся разнокалиберная. Бокалов под вино, если кому важно, там прям пить из бокала, нету. Тарелки, часть она вот мы помыли за собой. И, собственно, вот из этих миленьких стаканчиков мы пили вино. Тут вытяжка, на дне ничего нету. Шкафчики. Да, там ничего нет. Вот этой штукой мы пользовались с большим удовольствием. Каждое утро. 3 утра мы тут были. Так, тут ничего особенного. Кастрюльки, сковородки, кому надо, есть даже маленькая кофеварка. Мы ничем из этого не пользовались, ничего не варили, потому что достаточно дешевая еда и достаточно вкусная. Ну вот, как вы видите, вилки, ложки, есть даже нормальный штопор. Не во многих отелях он есть, но не в отелях, а в апартаментах. Не знаю, кого за это благодарить, предыдущих жильцов или хозяев. Иногда бывает, что люди оставляют что-то. Тут досочка, вот это тоже, видимо, такая своеобразная капельная кофеварка, но мы опять-таки не пользовались. Есть фильтры к ней. Тут всякая фигня типа сито. Это я даже не знаю, что такое за прибор. Ручная соковыжималка. Как вы понимаете, этот ящик я не открывала. Пустой ящик. И в последнем ящике тазик, в котором мы мыли виноград. Мусорка у нас на кухне. Вчера убрали, а мы уже опять насвинячили. Итак, прямо рядом с кухней. Вот тут включается у нас свет. И на кухне ванны. Сразу включим свет ванны. Вот она ванна. Ванна небольшая. Вот он, герой нашего отпуска практически. Обогреватель, который при прихожей, гостиной, даже не знаю, как это назвать, включается, выключается. Вот окошко, через которое всегда можно проветрить. Это то, что сейчас пригодится перед выходом. Это мыло местное, которое тут жило. Туалетная бумага, толчок и душ маленький. Вот сюда, вот в эту
пластиковую штуку можно поставить что-то, но мыльницы, например, нет. Я люблю мыться таким мылом, обычным кусковым. Мы его купили, и класть его тут было негде. И вот тут вот полотенце можно повесить. Вот такие вот. Полотенца хорошие, ничего не могу сказать. Не дырявые. Кажется, на видео, может быть, что они местами желтоваты, но это не так. Это какие-то странные отцветы, может, от цвета от этого, или от этого вот чудесного фиолетового. Вот этого чудесного фиолетового верха такие отцветы, не знаю. А цветовое решение мне, конечно, непонятно. Теперь идем, смотрим спальню. Та-дам! Вот она, спаленка. Простынки, подушки. Мы укрывались простынками. Отличный кондей, есть режим слипка, в котором он работает практически бесшумно. Это я. Привет. Есть вот такой столик рабочий, пожалуйста, кому надо. У нас таки он опять был завален барахлом. У рабочего столика стоял вот этот стульчик. Все простенькое, киевское. Я его поставила сюда, потому что мне надо было тут заряжать фотик. Ну, вот такой большой шкаф. О, телек. Кстати, забыла про телек. Мы его ни разу не включали. Я даже не знаю, какие там каналы. Я даже не знаю, работает ли он. Должен работать. Вон даже пульт лежит, я только что его заметила. Есть дополнительная, пожалуйста, подушка, одеяло. К одеялу нет пододеяльников, но, может быть, их можно попросить. Я не знаю, нам не понадобились, потому что, когда были мы, было тепло. Кстати, есть большое зеркало, вот, чтобы посмотреть на себя в полный рост. Кажется, да, что это не зеркало, а шкаф. Вот такие, типа, нечётые, зеркало. Вот, пожалуйста, зеркало. Самая главная прелесть этой квартиры, конечно же, не в этой кровати, которая, несмотря на то, что сдвинутые, мы этого вообще не прочувствовали. Нам было удобно спать, но мы оба не тяжелые. Но матрасник был отличный. Самая главная фишка этой квартиры — это вот окна. Это вид из окна из спальни на рассвет. Вон там встает солнце, у меня даже есть видео, я сегодня сняла. Вот это все принадлежит нам, вся вот эта большая терраса. На день, кстати, вот эти створки я закрываю. Мы по террасе с вами еще прогуляемся, но вы оценили вид из окна, да? Это вид на половину Крита. Створки на день я закрываю, потому что сюда печет солнце. И для того, чтобы не нагревалась лишний раз квартира, закрываются они просто. Все закрыто, никакого солнца сюда не поступает. Через эти штуки поступает воздух, но ночью этого воздуха не хватает. Мы пробовали так спать, потому что мы любим спать в полной темноте. И вот, пожалуйста, закрыли это окошко. Вот такой вид из другого окна. Еще на какую-то часть Крита. У нас нету окон, только вот на этой стене. И вот еще вид из окна. А сейчас покажу вам, как выглядит наш маленький скворечник, потому что это реально скворечник. Только ключик с собой заберу. Хотя тут можно залезть через окно. Вот это вся терраса, по идее, наша, но я не знаю, могут ли на нее кто-то подняться еще. Это море, как вы догадались. Мы не знаем, поднимался ли кто-то на террасу, когда нас не было, потому что мы уезжали рано утром, возвращались поздно вечером. Тут есть, пожалуйста, лежачки, можно позагорать утречком или вечерком. Вот такая шикарная крыша деревянная с черепицей, через которую наверняка не пробьет дождик. Вот так выглядит наш домик. Это реально скворечник. Знаете, Карлсон, который живет на крыше, мы были Карлсонами эти 3 дня. Вот он вид на Крит. Сегодня ветерок.
Очень такая приятная прохладная погода. Сейчас 9 утра. Мы хотим заснять вам вот этот ролик. Вот это окошко спальни, где створки я закрыла. И все створки закрываются таким же образом. Тут мы завтракали, ужинали. Тут мы полежали на этих шезлонгах первый день. Первый вечер, когда приехали, после самолета устали, полежали на этих шезлонгах. И сзади наш скворечник тоже можно обойти. Это реально домик Карлсона, так что кто любит все такое, имейте в виду, стоит он достаточно разумных денег. Мы за 3 ночи заплатили 204 евро, что ли. Ну, то есть вполне себе. До пляжа тут идти реально 10 минут. Пляж находится, сейчас я вам покажу. Но мы, конечно же, на нем не были. Мы были на куче других пляжей, куда нужно долго ехать на машине. На местном пляже мы не были, но мы по нему прошлись как-то вечером, ели мороженое. Нашли тут, где продается мороженое. Достаточно вкусное. Пляж, вот если вы видите елку, вот эту высокую, то вот он прям вот за ней туда наискосок. Реально близко. 10 минут максимум. Вот эта дорога, по которой мы подъезжали. Там внизу, пожалуйста, вы можете сидеть, чай, кофе, что хотите. Сегодня такое красивое небо с облаками. Вчера, позавчера, и когда мы прилетели, облаков не было. Если выйти по этой улице, по которой мы подъезжаем вниз, там находится, где только что автобус проехал, там находится кафешечка, в которой совершенно чудесный греческий салат. У них это называется фастфуд. Там можно заказать шашлычки, куриные, пожалуйста, котлету от бургера отдельно, без хлеба, если вы не любите хлеб. А также там есть и гирос, можете заказать, достаточно вкусные в разных вариациях. Вот как раз сейчас идут там люди. На завтрак они не работают, они вон закрыты. Вот это все здание, вот это в розово-бежевых тонах, это все здание наших апартаментов. Мы живем на самом верху. Наша машинка красненькая. Красненькая, самая маленькая, самая дешевенькая, это наша машинка. Вот, во всех этих апартаментах мы, соответственно, не были. А наши апартаменты выглядят вот так. 3-й этаж, 5-й номер. Вот, пожалуйста, тут лестница, спускаешься на 1-й этаж и идешь куда тебе надо. Вечером можно включить свет, как вверху, так и внизу. Точно так же можно включить свет вот тут вот для удобства. И вот видите, над каждым окошком фонарики. Можно включить эти фонарики изнутри, возле каждого окошка выключатель, пожалуйста. Так что с нашего скворечника, с нашей большой веранды вид на весь Крит, до которой можно дотянуться глазом, потому что похоже, кроме вот этого соседнего дома, и может быть того, у нас вообще самая высокая точка в этом городе из ближайших домов. И я очень рада, что мы тут живем. Наверное, прикольно жить вон с бассейном, там полежать у него на лежаках. Но, во-первых, зачем, когда тут совершенно потрясающее море? А во-вторых, тут столько пляжей, на которые надо съездить, успеть. Какой бассейн? Смотрите, какая нарядная. Красавица, да? Как мне тут нравится. Тут совершенно обалденные запахи, тут все цветет, несмотря на то, что месяц сентябрь. В общем, вот такой коротенький обзорчик, ну или не очень коротенький, я не знаю, как снимают рум-туры по гостиничным номерам, я только учусь. Надеюсь, вам было интересно. В общем, я могу рекомендовать эти апартаменты. Оставлю ссылку на Booking под видео, где мы их бронировали. Пожалуйста, бронируйте, переходите, потому что это прикольно, жить на крыше отеля. Номер небольшой, он на двоих. Возможно, ляжет кто-то третий на диванчик, который в прихожей, но мне кажется, что это будет лишним. Для двоих вот прям самое то. Самое главное, что мы живем в окрестностях Хани. До Хани тут
минут 5 езды. Находится она вон там. Следующий наш номер будет в центре Ханьи с видом на Венецианскую гавань. А тут мы сняли специально апартаменты. Тут до дороги буквально выехал на машине 5 минут, и ты на шоссе. И с этого шоссе мы как раз-таки ездили на все эти знаменитые пляжи. Элефаниси или Элефасини. Я уже запуталась в греческом языке. На Балас пляж. Вот такой обзорчик. Всем до новых встреч!